Здорово, работяги! Здорово. Здорово. Здравствуйте, я какаю в туалете. Мои бесконечные поиски достойных игр привели меня к одному очень интересному проекту, который стоит вашего внимания. Если вы знакомы с играми серии Battlefield, то хочу вам представить один очень занимательный мясной шутер с офигенным разрушением, масштабными битвами более чем 250 живых человек и прикольной своеобразной графикой. Я говорю о BattleBeat Remastered. Свеженький шутер от небольшой компании разработчиков. Посмотрим, что там за игра такая, поделюсь собственными впечатлениями, действительно ли там такие масштабные баталии и как в нее играется на бета-тесте. Итак, готовьте чай, печеньки, бутерброды и давайте начнем. А перед тем, как приступим к обзору, подпишитесь на канал и поставьте лайк видосу. Ваши пара кликов под моим видео мотивируют делать новые ролики. Но хочу вас предупредить, что если вам захотелось поиграть в BattleBeat, то игра пока что в состоянии беты. И я играл на январском тестировании, и некоторые геймплейные фишки могут быть изменены, и в финальном виде игра будет другой. Поиграть на тесте может каждый, но тесты проводятся приблизительно раз в месяц. За новостями можно следить в их дискорде. А игра будет распространяться в стиле buy-to-play, как обычные игры в Steam. BattleBeat Remastered — это шутер от первого лица про современную войну. Если вы играли в Battle 3 или 4 и прочувствовали их атмосферу, то вы 100% поймете, откуда тут ноги растут. Честно, я был очень поражен тем, что разработчикам удалось передать этот сочный мясной геймплей, когда толпа на толпу сражается за контрольные точки на большой карте с техникой и качественной баллистикой. Необычная графика придает этой игре определенную изюминку и дает понимание, что она не особо-то и требовательна. Слабые ПК ее потянут, и это круто. Я сам вспоминаю времена, когда вышла третья батла, и я не мог в нее нормально поиграть из-за того, что его просто не тянуло железо. И тем более в эти тяжелые времена, когда видеокарты стоят космических денег, можно позволить поиграть в такой шутер. О, разрушение пошло. Да-да-да, пошло хорошо. Ух, За Донбасс. нравится. Тут у чувака забрало вообще. Пошла игра, да? Да вообще, слушай, хорошо, прям в дымах бежишь, ничего не бачишь. Стреляй. А как патроны пополнять? Не знаешь, да? Не знаю, смертью. Единственный выход, да? Война в одну сторону. Вижу. Я тут посидел и подумал, вот если бы мне предложили бесплатно Battlefield 2042 или BattleBeat, я бы 100% выбрал бы BattleBeat. Хотя он и в бете, но даже сейчас, в состоянии тестирования, у него статистика догоняет батлу от DICE. Ну, что сказать, крупную франшизу тупо убили повесточкой и тупыми трендами. А независимые разработчики BattleBeat осваивают целину, возвращают жанр к истокам и делают такой крутой проект. Итак, что было на январском тесте, что я увидел и что хочу вам показать. Итак, в лобби можно ознакомиться немного с содержимым игры. На данный момент в игре реализовано 30 единиц оружия, тут есть всего понемногу. Штурмовые винтовки, пара пулеметов, 4 снайперки, винтовки марксмана, пистолеты, револьверы и карабины. Также реализовано 34 гаджета, среди которых есть несколько типов гранат, медицина, взрывчатка, дрон, щит, крюк-кошка и прочие прикольные гаджеты для более удобного геймплея. Все открывается по классике с прокачкой уровня, так что в бою нужно будет научиться фармить опыт, чтобы быстрее прокачаться. Также насыпали немало разной техники, пока в игре две противоборствующие стороны, США и Россия, вечная классика. И соответственно техники тоже много, 8 пехотных машин, 2 танка, 1 водный скутер и 2 БТРа. Немного и немало. Для игры вот прям достаточно. Пока в игре нет авиации, но с ее добавлением, я думаю, играться на технике будет сложнее. Обращаюсь к разработчикам. Пожалуйста, не делайте имбовую авиацию, такую как в 3-й и в 4-й батле. Это только портит впечатление от игры. Наземный геймплей сейчас вот реально на уровне, а подобная авиация может ее испортить. Играется в BattleBeat довольно бодро, независимо от того, за какой класс вы будете отыгрывать. Да, кстати, тут есть разделение на классы, но это никак не ограничивает вас в выборе оружия и гаджета. В остальном вы также эффективны в бою. Перед дислокацией можно выбрать вооружение. Кстати, как я мог это упустить? Каждый ствол можно обвешать разными модулями, увеличив удобность, скорость обращения и даже урон, что немаловажно. Например, я проиграл весь тест за снайпера, и крупнокалиберная
прямая винтовка не всегда ваншотит врага. Я поставил утяжеленный ствол и урон вырос. Таким образом у меня в голову выходит почти 100% ваншот на любой дистанции. Модули открываются за количество киллов, так что нужно будет попотеть, чтобы открыть модули. Единственное, вот что несправедливо, что на снайперках нужно набивать такое же количество киллов, как и на штурмовках и на других типах оружия. Дислоцироваться можно как на захваченных точках на карте, так и на союзниках, что удобно. Вспоминаем Battlefield. Вообще в игре много популярных механик, которые есть и в других AAA играх. И это вкупе очень хорошо чувствуется. Отдача оружия чем-то схожа с хардкорными Insurgency и Squad. Хорошая баллистика пули, и на снайперках я это прочухал 100%. А механика ранений это нечто. Например, если в вас просто попали, у вас начинается кровотечение, которое останавливается только бинтом. У вас минимум 3 бинта, которыми можно только остановить кровотечение, но не восстановить здоровье. Хилить можно только медику. А если вас подстрелят, то вас сможет поднять медик или союзник. Раненых можно оттащить за угол и поднять, чтобы не потерять тикет в бою. Не раз были моменты, когда чела убивают снайперским огнем, и он начинает орать матом в voice-чат, звать медика или стучать по столу. Кто-то по стулу ударил. У каждого бойца есть броня, которая может сломаться от попаданий. То есть попасть в голову мало, чтобы шотнуть, нужно попасть в область лица. Просто шлем сожрет часть урона, и вы только раните врага. В настройках кастомизации персонажа еще можно поднастроить внешку брони, шлемов и так далее. В целом прикольно. И как я понимаю, это все будет еще в будущем давать плюс к патронам, защите и так далее. Поскольку я по большей части играл за снайпера, то и постараюсь вам описать именно его геймплей. Снайпер тут это дальнобойный убийца, который боится бронетехники и штурмовиков, хотя им тоже есть что противопоставить. Я просто обожаю занимать фланговые позиции и отстреливать ничего не подозревающих пехотинцев врага. И игра превращается в кайфовый тир. Особое удовольствие доставляют ваншоты свыше 1000 метров. Это просто кайф. Вы не только самодовольствуетесь, но и получаете поинты за каждый метр дистанции. Геймплей штурмовика сильно отличается. Вы вместе с толпой союзников прорываетесь через технику и пехоту врага к контрольным точкам, захватываете и удерживаете их. Динамика тут просто бешеная, так как в любой момент может приехать сквад додиков, которые хотят отбить точку. Поскольку ТТК тут низкий, то лучше особо не высовываться и делать тактические маневры, чтобы случайно не наткнуться на неудобных врагов. Беттер на 202. В целом игра за медика или инженера ничем не отличается. Медик также прорывается с пехотой и ресой павших, особенно полезный класс на больших картах в командном отряде. Процесс воскрешения не быстро происходит и требует секунд 7-10. И в целом роль медика довольно суицидальная. Иногда под градом пуль он прорывается на пузе и воскрешает несколько человек, тем самым меняет ход матча. Инженеры обычно хорошо работают против техники противника со своими РПГ, минами и прочими полезными штуками, но и против пехоты тоже отрабатывают отлично. Также есть ремкомплект для техники, чтобы если вы будете там играть на танке или БТРе, то это ваш выбор. Ну, на этом у меня больше нечего показать вам. Если вам захотелось поиграть в нее, то смело заходите в Steam, вбивайте в поисковик и ждите в 20-х числах февраля очередной недельный тест. Покачайтесь там, потестируйте, но не советую сильно прокачивать все, так как разработчики заявили, что после релиза будут делать вайп всего, кроме кланов. Обидно, конечно, но такие дела. Ну что, работяги, как вам игра? Напишите в комментариях, что вы думаете о ней. С удовольствием почитаю ваши комментарии и пролайкаю. А если вы новый зритель, то обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Ваша активность очень круто мотивирует создавать новые ролики. Сам бы сейчас еще поиграл в BattleBit, но увы, пока ждем теста. А пока пойду, наверное, в StarCraft, следующий ролик будет по нему. Все, оставайтесь на связи и пока, работяги.